Приветствую всех на нашем канале. Я думаю, каждый рыбак знает, что пшено – это одно из самых любимых лакомств практически любой мирной рыбы. И, как правило, большинство рыбаков используют пшено для приготовления прикормки. То есть из пшена делают прикормку как самостоятельную, также добавляют пшено в сухую магазинную прикормку. Но в этом видео я хочу показать очень простой рецепт, как из пшена можно сделать не прикормку, а замечательную, великолепную рабочую насадку. То есть ту насадку, которая в дальнейшем будет одеваться на крючок. То есть мы сейчас приготовим так называемую мастырку из пшена. Значит так, для приготовления насадки из пшена нам понадобится всего лишь два основных компонента. Это вода и, соответственно, пшено. Почему я сказал именно два основных компонента? Все очень просто, потому что сюда также еще можно добавить различные ароматизаторы или красители. И хорошо, чтобы они были натуральными. Ну, например, если мы хотим нашей насадке придать желтый оттенок, лучше всего добавить куркуму. Если мы хотим нашу насадку подкрасить в красный оттенок, то добавьте сок буряка. Если же мы хотим, например, нашей насадке придать какой-нибудь аромат, можно использовать чеснок, кориандр, корицу, ваниль и так далее. То есть старайтесь использовать натуральные компоненты. Здесь, конечно, все зависит от того, на каком водоеме вы ловите и какую рыбу вы ловите. Но я рекомендую всегда начинать ловить с классической насадки. То есть, например, если мы сейчас делаем насадку из пшена, то попробуйте первый раз половить просто насадкой из пшена, ничего не добавляя. И как раз сейчас мы приготовим именно такую насадку. Просто будем использовать пшено без каких-либо ароматизаторов и красителей. Здесь очень важно варить пшено в определенной пропорции с водой. Я, как говорится, методом проб и ошибок для себя вывел такую оптимальную пропорцию. 1 к 2. То есть мы берем одну часть пшена и 2 части воды. В данном случае я заранее в мерном стаканчике отмерил 50 грамм пшена и 100 мл воды. То есть воды получается ровно в 2 раза больше, чем пшена. Сейчас мы берем, включаем нашу плиту и выливаем воду в котелок. Ну или в кастрюлю, смотря кто в чем будет варить. Закрываем крышкой. Огонь пока у нас может быть максимальным. И ждем, пока вода закипит. Ну вот мы видим, уже крышка начинает подпрыгивать. Вода наша закипела. Делаем огонь минимальным. И в эту кипящую воду высыпаем наше пшено. И вот теперь начинается самый важный этап. Если на этом этапе вы сделаете все правильно, значит у вас насадка из пшена 100% получится. Значит, смотрите, высыпали мы пшено в кипящую воду, сделали минимальный огонь. Конечно же, пока оно будет вариться, мы его потихонечку помешиваем. Так вот, в чем же заключается самая главная фишка этого рецепта? Нам пшено следует варить таким образом, чтобы зерна оставались твердыми, но когда мы их берем вот так вот между пальцами, чтобы они разламывались. Нам самое главное в этом всем процессе не выварить клейковину, которая находится в зернах. Если мы выварим эту клейковину, у нас просто получится каша пластилинообразная, которая не будет нормально держаться, она просто будет разлазиться. То есть получится что-то непонятное и, конечно же, абсолютно неправильное. Поэтому варим до полуготовности, так как я сказал. Как показала практика, пшено достигает такого состояния примерно через 6-7 минут. Варим и помешиваем. Ну вот вы уже видите, что зерна стали немного крупнее. Воды стало
совсем мало. И вот на этом этапе самое важное — уделить особое внимание частому перемешиванию, для того, чтобы каша не пригорела. Если мы видим хоть малейший намек, даже если хоть одно зернышко пригорит, это все можно выбрасывать. Рыба такое не будет. Ни в коем случае, чтобы не пригорело. Так, ну, поскольку это все дело горячее и пальцами это брать не очень хорошо, конечно, можно, сильно не ошпаритесь, но если у вас это все чистое, то лучше всего попробовать просто это все дело на зуб. Если зерна разжевываются, значит все. Вот в данном случае я попробую взять в руку. Не сильно оно горячее. Вот на ложке. Вот они нормально перетираются. Вода вся почти исчезла. Теперь выключаем огонь. Еще бы немножко и начало бы уже подгорать. Ах, какое горячее. Тут немножко подставка, это не подходит под этот котелок, поэтому все время его приходится поправлять. Так, когда мы его, скажем так, сварили до правильного состояния, его теперь следует накрыть крышкой и еще оставить минут на 10, понятно, что с выключенным огнем, для того, чтобы оно еще немножко набухло, и чтобы, если у вас осталась какая-то еще влага, то есть вода, чтобы она тоже ушла, то есть чтобы пшено еще немножко напиталось. Поэтому ждем, пока уйдет вся влага, и продолжим. Ну все, прошло примерно 10 минут. Открываем крышку и видим, что наше пшено стало еще более крупное. Оно полностью впитало всю влагу, которая здесь оставалась, и при этом оно получилось идеально рассыпчатым. То есть каждое зернышко отделяется друг от друга, пшено сварено очень даже правильно. Так, теперь, когда мы убедились, что наше пшено сварено правильно, берем вот такую вот штуку. Я точно не знаю, как она называется. Это, в общем, толкучка от ступки, в которой мы перетираем мак. Ну, если кто знает правильное название, напишите в комментариях. Если нет у кого-то такой толкучки, можно взять, например, качалку для раскатывания теста и использовать ее торец для этих же целей. Также можно взять какую-нибудь там, не знаю, палочку или, может, какую-то бутылку. Ну, в общем, рыбаки народ находчивый, поэтому, я думаю, с этим проблем не будет, что-нибудь придумаете. В общем, берем мы такую толкучку, и наша задача полностью перемять все эти зерна. Я неспроста взял котелок, потому что в котелке полукруглое дно, и в этом полукруглом дне будет очень удобно его перетирать. Если бы это было дно с такими прямыми углами, там было бы уже сложнее. Поэтому, если есть котелок, рекомендую котелок. Ну, или если есть вообще ступка, это можно сделать прямо в ступке. Значит, перед тем, как перетирать, еще скажу, что именно на этом этапе, вот прямо сейчас, следует добавлять различные красители или ароматизаторы, о которых я говорил ранее. Если ничего добавлять не надо, сразу берем и перетираем. Перетираем очень тщательно, чтобы каждое зернышко у нас размялось. Это, конечно, займет какое-то время, но на самом деле не так долго, как кажется. В общем, перетер я все пшено, целых зерн почти не осталось. Вот так вот у нас должно получиться. Теперь мы все это берем, сгребаем ложкой в одну кучу. Так, и берем это все в чистые руки. Ну и теперь, я думаю, многие догадались, нужно просто это все хорошо перемешать. Ну, точнее,
замесить. Оно уже как тесто. Замечательная получается консистенция. Вот, казалось бы, если так подумать, то наоборот. Кажется, для того, чтобы сделать тесто из пшена, нужно его хорошо переварить, чтобы оно стало такое аж мягкое-мягкое, чтобы стало прям в кастрюле, как пластилин. Но нет, оно тогда будет просто... Оно будет как пластилин, но оно будет просто рассыпаться и не будет иметь вот этой вот упругости. Тут все дело именно в этой клейковине. Благодаря клейковине у нас получается настолько упругое, скажем так, тесто, но при этом оно мягкое. Благодаря тому, что эта мастырка из пшена у нас получилась такая вот упругая, мы ее можем использовать не только при ловле на удочку, но также и при ловле на фидер с дальними забросами. Она держаться будет. Вот, это у нас сейчас в руках, напоминаю, чистейшее пшено, без каких-либо добавок. Вот, пожалуйста, берем, делаем шарик, который одеваем на крючок и ловим. Все отлично лепится. Все супер. Поэтому берите себе на заметку такой рецепт. Вот как раз начинается новый сезон. Пробуйте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.